Друзья, Asus ROG Raptor — это игровая Wi-Fi Mesh система, фактически роутеры, Mesh-роутеры игровые с индексом скорости AX10000, и это модель GT6. Крутейшая штука, обалденно красивая, с класснейшим функционалом, и все это на канале Технозон. Поехали! Слушайте, вот такие вот две башни. Они, во-первых, не просто роутеры, они очень красивые роутеры. Вы сейчас видите в проходочках, как они светятся. Даже вот вам картиночки. Дело в том, что я очень большой поклонник вообще Asus ROG серии. Не только, вот я использую Asus ROG Strix, у нас есть, мы только купили Asus ROG Scar. И честно вам скажу, просто я балдею. И балдею не только от внешнего вида, но и действительно от функционала. Данные роутеры фактически это одна единая mesh-система, только вариант с двумя башенками. Это 2,5 гигабитные роутеры. Максимальная теоретическая скорость внутри сети всех устройств будет составлять именно 10 гигабит. При этом у них есть и USB 3, то есть вы сейчас тоже это видите на проходочках, и WAN 2,5, и 3 LAN на каждом по 1 гигабиту. Плюс сам по себе дизайн чего только стоит. Но это тоже не все. Конечно же, игровые режимы. Многие могут сказать, что вот игровых режимов не существует. Ребят, это все полная чушь. Знаете, как многие там пишут, игровой роутер — это маркетинг. Нет, все это делается на физическом уровне. Во-первых, первое, это приоритизация конкретного физического игрового устройства. Это не значит, что роутер сидит, знаете, так, вот все, начали играть там, например, в Hearthstone. Это как к примеру говорю. И начинает автоматически выстраивать трафики. Нет, это все не так делается. Все делается намного проще и сложнее одновременно. Сложнее для бытового роутера, который не может таких функций, и проще для Asus, потому что они давным-давно проработали эти все функции. В частности, приоритизация конкретного игрового трафика определенного устройства. Если использовать фирменные функции самого Asus, то у них есть даже сервисы, которые позволяют использовать уже построенные крутые маршруты до любой точки мира, вернее, из любой точки мира до каких-то определенных игровых серверов. Но об этом всем мы с вами разберем в самом обзоре, уже когда будем смотреть его возможности. Я сейчас хочу включить сайт производителя, посмотреть, что они заявляются у нас по, скажем так, характеристикам. Вообще, знаете, так я вам сейчас так шепну один момент. Слушайте, они такие прозрачные, красивые, вообще обалденные. Тут антенны видны, и внутри даже компоненты видны, и светятся они. Вы видели как? Видели? Круто. Я вам скажу одну вещь перед тем, как перейду. Дело в том, что прошу вас подписаться на наш канал, нажать колокольчик, потому что это позволит нам развивать и делать вот такие вот крутые обзоры на такие крутые гаджеты. Во-вторых, ссылки на проверенных продавцов лежат в описании под видео. Это значит, что это ссылки на продавцов, которых действительно продают официально от дилера или официально от производителя, поэтому можете там тоже посмотреть на актуальную цену на этот роутер, потому что сколько магазинов, столько и цен, и сколько регионов, столько цен тоже. А еще этот роутер вы можете обсудить в нашем телеграм-канале или в телеграм-чате, где вам будет удобнее, ссылки в описании под видео. И вообще, слушайте, я его когда тестировал, я обалдел от скоростей. И мы на фирменном сайте производителя. Мы видим, сами эти башенки вообще не существуют в разных цветах, и сразу они пишут, что трехдиапазонная игровая mesh-сеть, а он именно трехдиапазонный, то есть здесь есть 2,4 ГГц сеть, и есть сеть 5 ГГц, первая сеть, это которая в нижних каналах работает от 36 по 60 или 64, не помню уже какой, и вторая сеть работает в верхних DFS каналах, там тоже очень все прикольно по скоростям, потому что скорости, я вот вам сейчас скажу, по Wi-Fi у меня достигали до 1,6 гигабит. То есть по Wi-Fi, по обыкновенному Wi-Fi 1,6 вообще просто как с куста, знаете, и полетело. Так, давайте не будем отвлекаться, я уже, честно говоря, такой, знаете, я в восторге просто. Как пишется наш обзор, мы сначала тестируем, потом показываем. Я уже тестировал, я просто в восторге. И, короче,
Трехдиапазонная игровая меш-сеть, Wi-Fi ROG, GT6, Wi-Fi 6, само собой. Площадь покрытия вот этих двух малышек 540 квадратных метров. Именно с этим связано то, что мы не смогли протестить радиус действия, потому что в нашем 100-квадратном офисе этого сделать невозможно. Тут одна башня покрывает полностью. Мы сколько ни ходили, мы не нашли углов, где бы не было покрытия. Высокая производительность, есть 160 МГц. Дальше расширенная зона покрытия с Asus Range Boost Plus, быстрое проводное подключение 2,5 гигабита, трехуровневое игровое ускорение, оптимизированная обработка игрового трафика и комплексная защита сети. Кстати, вот Asus Instant Guard очень крутая штука. Получил 4,5 звезды. Различные премии, премия IF Design или EF Design, кому как удобнее, тут есть огромное количество. Слушайте, я вам закину этот сайт, вы там сами посмотрите, как это все выглядит. Можете пойти посмотреть другие обзоры, думаю, после моих не надо смотреть. И сама по себе игровая система. Есть он в двух вариантах, видите, черненький. Конечно же, есть аура. Ауру вы сейчас видите, это настолько красиво сочетается с моим ноутбуком, с ROG Strix, у которого тоже есть аура. Это просто шикарно. Дальше выберите свой стиль, тут есть видео, все очень красиво показывают, но давайте чуть посмотрим на реалии. 802.11ax, 160 мегагерцовые каналы. Создана для геймеров без мертвых зон, как они заявляются. Это значит, чтобы улучшить наилучшее качество магистрального соединения в сети, GT6 получил дополнительную умную антенну, определяющую лучший сигнал на основе данных о местоположении и ориентации устройства. По сути, это бимформинг. По сравнению с традиционными антеннами, такое решение повышает общую скорость обмена данными до 15%. Тут я точно могу подтвердить. Они показывают, что, вот, допустим, в одноэтажном доме поставили меш-сети, в многоэтажном меш-сети покрыли максимальную площадь вашего жилища или вашего офиса, или игровой студии. То есть это для стримеров вообще обалденная штука, честно. До 6 плюс комнат, высокое качество сигнала Wi-Fi. Смотрите вот эти вот антенны, кстати. Антенны, их даже прямо здесь видно. Вот мы вам покажем, как это все дело выглядит. Эффективный отвод тепла. Тут даже, видите, показали вам в разборе, как он показан. Ну, с учетом того, как он усеян диффузорами охлаждения, я не удивлен. Комплексная защита сети меня это мало волнует. У Asus всегда с этим хорошо все было. И здесь вот сзади порт WAN 2,5, 3 порта LAN 1 гигабит и порт USB 3.2 Gen 1. Кстати, очень-очень скоростной, можно подключить жесткий диск. А тут вот самое интересное, вы подключаете жесткий диск, а у вас есть там и DLNA сервер мультимедийный, и Download Master для тех, кто в теме знает, что это качалочка очень неплохая. И есть и print сервер, и поддержка 4G, 3G модемов. Короче, очень классная штука. И Samba сервер, и FTP сервер. Можно делать все, что угодно. А если пойти в характеристики, то мы здесь с вами увидим вот такую вот штуку. Стоимость двух башенок, ну, блин, ребят. Это игровая серия, она так и должна стоить. Я вот этот вот ноутбук покупал, дай бог памяти, там за 3, по-моему, тысячи евро, или за 2, не, за 2500 евро, вспомнил, на старте продаж. Дальше. У него поддержка 802.11ax и плюс обратная совместимость со всеми стандартами 802.11a, B, G, N, AC. 10 тысяч индекс скорости. Теперь по формуле MU-MIMO. В обоих сетях 5 ГГц, это формула 4×4. С поддержкой 1024 QAM и индексом скорости на каждую сеть 4,8 гигабит. 4804. На 2,4 это 2 на 2. И плюс тоже поддержка есть 1024 QAM до 574 гигабит. 9 внутренних антенн. Вдумайтесь, 9 внутренних антенн. Трехъядерный процессор 1.7, 256 мегабайт флеш и 512 мегабайт оперативной памяти. Это в среднем больше, чем у стандартного бытового роутера, даже если они заявляются об игровых функциях. Поддержка OFDMA, одна из плюшек Wi-Fi 6. И тут уже у нас то, что мы уже говорили. Больше ничего нет. Ну, поддержка, само собой, iMesh. Ну и в игровых вариантах улучшение ускорения, игровой радар, WT Fast, ROG First, OpenNAT, игровой порт. Это все тоже работает. Кстати, родительский контроль очень прикольный. У меня дома стоит в одной из комнат на Mesh-сети AX53U. Там слабоват родительский контроль. Вы там просто можете выбрать и что-то заблокировать. А здесь именно по контексту можно блокировать. Если там в более младших моделях вы блокируете конкретные сайты, то здесь можно заблокировать по контексту. Имеется в виду, например,
например, там, заблокировать соцсети, и он будет все соцсети блокировать. Ну, как-то прикольно сделали. Конечно же, есть поддержка VPN, L2TP, OpenVPN, PPTP, WireGuard, IPsec, короче, все есть. Тут есть все. Говорить о том, что тут чего-то нет, я не буду говорить. Поддержка дисков практически всех стандартов операционных, вернее, практически всех файловых систем. Слушайте, говорить можно много. Останавливаю. Мы будем сейчас его уже подключать. Из комплектов я могу сказать, что поставляется вот такой вот огромной коробке, красивой. Есть у нас блоки питания. Дайте мне, пожалуйста, блок питания. Я вам сейчас объясню, в чем фишка. Вот красавчики. Вот когда есть евровилочка, то есть евровилочка. Кстати, блоки питания у нас, знаете, они даже на этом пишут, какая потребляемая мощность. У нас получается 19 вольт 2,37 ампера, либо 19,5 2,31 ампер. Ну, достаточно мощная штука. Возьмите блоки питания. И теперь смотрите, в самом комплекте они еще положили, тут одна коробка чего только стоит, трансформер. У меня есть патчкорд 1 и есть английская вилочка. Еще одна английская вилочка. Короче, ребят, вот больше в комплекте ничего нет, обычно нет, но сама коробка, конечно, топ. Английские вилки за это зачет, патчкорд зачет, коробка зачет, хотя немного тяжеловато. Больше ничего в комплекте нет, ну показал. Идем, подключаем. Уже все, не будем тратить время, тестируем его возможности и приходим потом на выводы. Друзья, наверное, нужно начинать с теста скорости в сети. Потому что это все-таки ROG Raptor с индексом скорости AX10000, красивый очень, и мы сразу стартуем Wi-Fi 5 ГГц. Рассказываю, у него есть две сети, 5G1, ну это по крайней мере я так называл, 5G2 и беспроводная просто-напросто вот 2,4 ГГц. На 5G у нас канальная скорость составляет ну, почти 2,4, вообще в зависимости от отдаления, 2,269 на 2,402. В AX режиме он работает, само собой, и мы сразу же стартуем, то есть даже не будем морочить голову. Здесь в этом тесте мы видим с вами больше гигабита однозначно, поэтому мы делаем вывод, что WAN порт изначально у нас уже 2,5 гигабита. То есть мы проверили, мы как бы изначально все подвергаем сомнению, то есть мы должны были понимать, что WAN порт у нас больше 1 гигабита, и это факт, потому что он сейчас подключен через, грубо говоря, наш распред роутер, который у нас стоит на нашем свитче. Который все порты 2,5 гигабита, мы сейчас даем на него чистые 2,5 гигабита. Это Wi-Fi 1580. Теперь смотрите, какая ситуация. Ну, на загрузку и на выгрузку приблизительно одинаково. Wi-Fi 2,4 ГГц. Тоже стартуем. Здесь у нас очень хороший результат для 2,4, это там 200 мегабит, очень шикарно. Проверить дальность я практически не могу. Знаете почему? Потому что там мой офис там 100 с чем-то квадратов, и у меня стоит этих две башенки, и у меня получается ситуация, что покрыто абсолютно все. То есть я куда не хожу со своим смартфоном, там, с этим Wi-Fi анализатором, у меня покрывает все. То есть сама по себе mesh-сеть, она на то и рассчитана, при том, что вы можете ее там коннектить через LAN-порты, через Wi-Fi, допустим, фиксировать покрытие в этом месте и покрывать дальше. То есть это отличный вариант. То есть 2,4 тоже суперовая скорость. То есть мы будем иметь с вами максимальное покрытие с максимальной скоростью. Что касаемо у нас вот этой вот сети Asus 5G2, я вам расскажу. Дело в том, что на текущий момент она у меня, по-моему, на 80 МГц. Сейчас пойдем в админку, попробуем переключить, посмотрим, что она на 80 МГц дает. А нет, она тоже у нас высокоскоростная, она у меня сейчас на 160, сейчас посмотрим, на 80 или на 100. Но это DFS каналы верхние. То есть если у нас 5G1 до 69 канала, по-моему, сейчас посмотрим, то здесь у нас 1044, ну пускай тестирует, а мы пока зайдем, что у нас там получилось, 1044, ну короче, примерно гигабит. И скорость, в принципе, как и была, гигабит, то есть чистый гигабит по Wi-Fi мы получили, но это 80 МГц.
И самое интересное, что для того, чтобы пойти в админку, мне даже не обязательно заходить в веб-версию. У меня есть прекрасное приложение Asus Router. Здесь мы идем в настройки Wi-Fi, мы видим, что у меня здесь и mesh настроен, вся подноготная. Wi-Fi, настройки беспроводной сети, 5 ГГц 2 и включаем 160 МГц. То есть у нас здесь теперь все это есть. Вообще отличное приложение. Сейчас мы тоже протестируем эту скорость. То есть тут очень прикольно все. Почему? Потому что у нас есть здесь управление практически всем. То есть есть и Eye Protection, Instant Guard, диагностика, есть управление USB приложением любыми моментами, при этом еще и управление через Google Ассистент возможно. Приложение очень красивое, как вы видите, то есть у нас здесь есть, видите, там аура. Кстати, управление аурой, мы еще рассмотрим, как оно выглядит вообще симпатично. Все, отключаюсь, потому что, ну, само по себе приложение мне не сильно-то интересно. Мне интересно вам показать возможности этого роутера. Кстати, вот я зашел в админку обыкновенную, выбрал сеть 2. И мы видим, что 160 МГц мы включили. Вернемся в наш тест и посмотрим на скоростные характеристики. Ну вот, пожалуйста, 160 МГц включили, сразу Поднебесье под 1,5 гигабита. Слушайте, красиво. Ну, кстати, на первой сети более так оно резвенько было. Я не люблю работать в DFS каналах верхних. Я люблю там 36, 40, 44. Давай. На отдачу, да, приблизительно то же самое. То есть здесь мы никаких с вами новых каких-то моментов не увидели. 1.5 на 1.3. Первая сеть на нижних каналах поинтереснее, побыстрее. Но есть один момент. Мы должны с вами протестировать LAN порт 1. У нас гигабитные порты. Мы должны протестировать еще гигабитные порты и должны протестировать, как у нас работает mesh-модуль. Сейчас расскажу, что я имею в виду. Я имею в виду максимальную теоретическую скорость, которую два mesh-модуля могут передать через воздух. Это очень немаловажный момент. Само собой, если первый модуль вы подключили ко второму через обыкновенный кабель, то там будет гигабит раздаваться. Но что будет именно через воздух, имеется в виду максимально теоретическая возможность. Я говорю фактическая. Это вот идеальные условия того, что мы создаем в лабораторных условиях. Короче, гигабит. Чистый гигабит тут тоже не подходит. Слушайте, роутер, как по мне, вообще уже нравится. Дизайн, скорость, вообще топчик. Теперь, что мы делаем? Я должен сейчас подключиться ко второй точке. Мы видим сейчас в настройках роутера, мы видим раздел iMesh. Вот моя вторая mesh сеточка. Самое интересное, что он может работать через агрегацию двух каналов. Это через LAN 2, по-моему, да, LAN 1 и LAN 2 роутера. То есть у нас здесь какая ситуация? То есть если у вас заходит 2,5 гигабита на один роутер, через агрегацию можете получить немножечко больше, чем 1 гигабит. Это очень прикольно. То есть 2 гигабита, я уже снимал видео про агрегацию на Asus. Пожалуйста, ссылка в описании под видео, посмотрите, очень интересно. Здесь можно управлять, включить модули различные, радиомодули, USB приложения могу управлять. То есть я могу к нему отдельно подключить к нему жесткий диск и управлять. Так что очень даже неплохо. Сейчас мы туда переведем клиента одного нашего. Кстати, у него тоже свой, получается, интерфейс управления. Сейчас мы посмотрим, что мы можем там делать. Мы можем включать Jumbo Frame и можем привязку агрегирования каналов включать, либо отключать для LAN 1, LAN 2 роутера. Кстати, прикольно, слушайте. А в USB приложении мы можем что посмотреть? Мы можем использовать файл сервер, Time Machine и Download Master. Можем, кстати, представляете, у вас два роутера, допустим, в сети. На одном стоит у вас UPnP сервер, на втором вы там можете еще один жесткий диск кинуть. У вас будет два жестких диска в сети. Прикольно. Два Download Master завести. Я, честно вам скажу, интересный момент. Мы вторую точку назовем с вами гостиная. Пускай будет гостиной. И переводим наш клиент-лэптоп в гостиную. Окей. То есть это самый такой прикольный и простой метод этого всего тестирования. Вы видели сам по себе момент управления? Вы можете даже распределить устройство по точкам доступа. Это тоже очень удобно. Подвязка у нас ушла на вторую сеть, на вторую точку доступа. Да, сейчас будем пробовать.
Сейчас мы обновимся и посмотрим максимальную теоретическую скорость Wi-Fi. 1100. Максимальная теоретическая скорость Wi-Fi вблизи, именно mesh, возможности mesh сети через Wi-Fi 1,1. Это если вблизи. Но вы же должны понимать, как работает Wi-Fi сеть при отдалении. То есть есть, допустим, две точки. Вот вблизи у них 1000 на 1000 будет. Если вы отнесли там на 20 метров, у второй точки, там где находится вторая точка, будет покрытие 500. И она зафиксирует эти 500 в радиусе своего действия, чтобы вы понимали, как работает. Если вы сделали это все через LAN, то само собой у вас будет максимальное покрытие, которое дает LAN. Либо через агрегацию LAN, то что он там может через LAN агрегировать. Мы туда можем, грубо говоря, подключить на агрегацию нас сервер, и будет у нас тоже доступ 2 гигабита. Честно говоря, для меня это очень большой сюрприз. То есть для меня вот это все работает на максимальных скоростях. Отвязываем. Все, отвязали. Тут клиента 2, сейчас он его обратно приведет. Потеряли клиента. Ну, комп подключен. Комп подключен, и никуда он не отваливался. Но пока его система не видит, увидит. Потом, когда зайдем в следующий раз, увидит. Слушайте, ну, в принципе, по сетевым возможностям, конечно, круть. Давайте посмотрим по Samba сервер. Объясню. Дело в том, что здесь, кроме того, что у нас есть сетевые возможности и игровые, сейчас разберем, есть USB-приложение. Что такое USB-приложение? У нас есть организация общего доступа к файлам на USB накопители через интернет. Ну, фактически такой аналог DDNS, однако через доступ через сервис iDisk от Asus. Есть раздел файл-серверы. Объясняю, что у нас здесь есть. Есть поддержка iTunes сервер для маков, есть UPnP сервер. Это значит, что фактически, если у вас есть мультимедиа файлы, какие-либо, ну, там, фильмы или что-либо другое на жестком диске, который подключен к этому роутеру, то при наличии смарт-телевизора вы сможете смотреть их напрямую с роутера. То есть по факту мультимедиа сервер. И есть у нас сетевое окружение Samba, где мы можем с вами подключенный жесткий диск делать его, грубо говоря, сетевым ресурсом, к которому можно подключаться с компьютера, с жесткого, там, допустим, со смартфона, с каких-то там ТВ-боксов, с чего угодно. Просто это обыкновенный Samba сервер. Также есть общий доступ и FTP, то есть вы можете здесь включить FTP сервер, можете включить FTP на внешний мир по WAN выходу, то есть это очень удобно при доступе из внешних источников. Ну и будем сейчас тестировать. У меня подключен SSD-шник. Все зависит от скорости вашего подключенного устройства. У меня сейчас не самое быстрое устройство, и работает оно где-то, вот сейчас скажу, где-то вот там 36-38 мегабайт в секунду, чтобы вы понимали, что это, сколько это в мегабитах. Это вот максимально, что я получал, это 300 мегабит. Объясню, вопрос не в самом роутере, вопрос в том устройстве, с которого мы качаем. Максимально, что мы здесь получали при M2 NVMe, к сожалению, мой M2 NVMe сейчас сдох, там было до 100 мегабайт в секунду, а это 800 мегабит, меня это очень сильно устраивало. То есть здесь очень даже неплохо все это дело работает. Ну, пока копируют, пускай копируют. Но даже этого, то есть 300 мегабайт в секунду вам хватит для просмотра любого фильма, для организации там фильмотеки, чего угодно. То есть это вот действительно хорошо работает. Можно останавливать, видели четко, все ровненько копировать. Также из возможностей у нас есть, конечно же, допустим, информационная панель, состояние роутера, где мы видим разделение сетей, количество клиентов, режим работы, пинг сети, отклонение пинга. И тут уже у нас начинаются интересные моменты. Например, гейм-радар у нас есть, здесь выведен, и аура. Аурой можно управлять разными моментами. Я сейчас вам сниму видео, как работает аура. То есть это очень красиво, будет немножечко мерцать. Но, например, можно включить угасание. Это будет такой шух. Будет потом проявляться. Можно включить строку. Смотрите. Сейчас появится. То есть такое, знаете, прикольно. Можно статический цвет задать. То есть, например, сейчас желтенький включим. Можем включить там бирюзовый. Можем включить красненький. Аура — это отличительная черта ROG серии, мне настолько сильно это нравится, я вот прям обожаю ауру. У меня у самого дома Asus, да что дома, он здесь, кстати, стоит, Asus ROG Strix
ноутбук игровой, очень крутой. На Ryzen на 9. Есть iMesh, мы уже его с вами посмотрели. Есть у нас раздел iProtection. Вообще раздел iProtection это в партнерстве с Trend Micro. Они сканируют различные уязвимости, где мы можем нажать сканировать и видим, что у нас здесь есть. То есть, допустим, отключен сервис UPnP нет, VPS нет, во всем остальном нормально. Мы можем отключить UPnP и VPS, и у нас будет безопасная, вообще безопасности роутера максимальная будет штука. Можно, знаете, что сделать? Можно блокировку вредоносных сайтов посмотреть. Это статистика. Есть двухсторонний IPS, немаловажно. Система предотвращения атак, предотвращает спам или DDoS атаки. Обнаружение и блокировка зараженных устройств в сети, тоже очень крутая тема. И в дешевых Asus вы этого, конечно же, не найдете. Родительский контроль. Отдельная тема для разговора. У всех у нас есть дети. Ну, не у всех, конечно. Здесь есть фильтры сайтов и приложений через родительский контроль. Здесь мы можем фильтровать даже по устройству. Например, мой смартфон. Мы можем заблокировать контент. Нет, контент для взрослых не надо мне блокировать. Интернет... Ну, это тоже не надо. Как я буду с телками переписываться? Сказал бы я, но нет. Пиринговые сети и передача файлов. Вы можете также блокировать мультимедийный контент, например, игры, потоковое видео, интернет, радио, телевидение. Вы можете блокировать передачу файлов в пиринговые сети, интернет-телефонию, мессенджеры, соцсети, блоги, мобильные ресурсы. Это все у нас делается в очень крутом варианте исполнения. Ну и смотрите, можно, если у вас дети, представляете, у ребенка устройство, вы там выбрали блокировку порнография, нарушение закона, насилие, азартные игры, ребенок просто-напросто не сможет на них заходить. Это очень классная тема, при этом можно 64 клиента добавить для блокировки. Я вот родительский контроль просто вообще топ. Просто топ. Про ускорение игр. А вот здесь вот уже немножко интереснее. Для того, чтобы, конечно же, ваш трафик ускорялся, вам нужно иметь, во-первых, нормальное устройство. У вас должен быть, ну, здесь, видите, 3 уровня. Это первый приоритет игрового порта, второй приоритет игровых пакетов и третий ускоритель игрового сервера. Смотрите, здесь у нас, конечно же, идет речь о том, что нам нужно там с вами обеспечить материнскими платами, которые поддерживаются, которые там, возможно, имеют какие-то преимущества, но даже без этого мы все равно сможем обеспечить с вами геймбуст и ускорение там игровых пакетов. По сути, как это работает? Если кто-то думает, что это работает в каком-то мега автоматическом режиме и такие роутеры делают чудеса, то нет. Все на самом деле очень просто, просто-напросто. Например, если сравнивать там с, ну не знаю, с очередью в автобусе, то приоритет будет бабушкам, да, там, которые там выходят или входят, или садятся куда-то, и вот этот вот приоритет бабушкам, он есть здесь то же самое. То есть роутер берет все пакеты, смотрит, если это игровой пакет, а определяет он игровой пакет именно при физическом определении игрового порта, он просто-напросто пропускает его и будет его пропускать с определенной периодичностью. Все остальные пакеты будут стоять в очереди и пропускаться между этими игровыми пакетами в порядке живой очереди. Вот это очень простыми словами. И плюс, конечно же, работа с маршрутами. Маршруты — это целое исследование. Вообще работа с маршрутизацией — это очень тяжелая работа, где вы можете построить определенные маршруты для уменьшения максимального пинга. Здесь это все уже за вас сделал Asus. Но для этого только для вот таких вот игровых роутеров. Можете посмотреть, короче, вот эту вот информацию по WTF Fast, VT Fast, как это называется, соединять домашнюю сеть с игровым сервисом кратчайшим маршрутом. Это все, игровики знают, что вообще игровая индустрия — это не дешевое удовольствие. И тут у нас пошло дальше уже про OpenNAT. OpenNAT — это, по сути, удобный способ переадресации портов для онлайн-игр. Он оптимизирует маршрутизацию игрового трафика. Мы можем с вами включить переадресацию портов. Он сейчас проведет у нас перезагрузочку, не перезагрузочку, а просто-напросто перенастройку. И здесь мы можем с вами добавлять профиль. Опять же, не говорю, что это автоматический режим. Здесь мы должны это все сделать сами. Например, у нас есть поддержка там Battlefield. И поехали. Сейчас я вам покажу. Battlefield, Call of Duty, Counter-Strike, Dota 2, For Honor, Fortnite. Вы сами видите. Minecraft, PUBG, Quake, StarCraft 2, World of Tanks. И тут пошло. Borderlands. Destiny 2, невероятное количество игр, которые на текущий момент поддерживаются. То есть фактически мы можем выбрать, например, играем мы в Battlefield,
Выбираем платформу, на которой играют, например, ну, PS4 здесь совместим с PS5. Например, мы играем на персональном компьютере и выбираем внутренний адрес. Например, это вот мой компьютер Технозон. Нажали ОК, и вот это вот будет момент, что от Технозона в момент игры Battlefield будет максимально пропускаться пакеты с максимальной скоростью. В приоритете перед другими пакетами всех устройств в сети. То есть это работает вот таким вот образом. То есть я нажимаю применить, и все, Технозон теперь только тупо вот работает на Battlefield. Вернее, вся индустрия роутеров Asus работает на мою игру в Battlefield. Вот так вот скажем. GameRadar такая себе служба, честно скажу. Это, по сути, пинг различных серверов, различных этих игровых служб. Ну, например, там Hearthstone. Мы выбираем Европа 2 там, и смотрим, какой пинг, состояние пинга. Вот он пошел тестировать этот пинг и смотреть, на каком из серверов минимальный пинг. Ну, конечно же, допустим, для Hearthstone это не критично. Но здесь у нас в основном, видите, какие игры. World of Tanks. Ну, вот World of Tanks, кстати, вот это вот критично состояние пинга, потому что вы должны понимать, куда и как вам подключаться лучше, на каком сервере играть. 9 миллисекунд. Что это? Ага, ну смотрим. EU сервер. EU1 у меня вообще 0 миллисекунд. Да ладно, вот он. Вот он мой. Кстати, World of Tanks сам определяет сервера. Вот, пожалуйста, мой серверочек, куда мне предпочтительней подключаться. То есть здесь есть это дело. GameRadar, ну такое себе дело. Я им никогда не пользовался. А вот в плане VPN здесь, конечно, тоже прикольный. С поддержкой OpenVPN, IPsec, WireGuard, VPN Fusion есть. InstantGuard есть. Смотрите, слушайте, прикольно. Вообще InstantGuard прикольно позволяет создавать VPN-туннель. По сути, он, знаете, как они называются, как называют это, одним нажатием. Прикольно. Поддержка VPN тут все очень хорошо. Но есть анализатор трафика, конечно же, самый простой, потому что мониторинг полосы пропускания, мониторинг трафика. У некоторых моделей, кстати, ROG серии есть еще и спид-тест. Здесь его, к сожалению, нет. Ух ты, история веб. Прикольно, слушайте, можно последить, куда ребенок заходит. Прикольно, слушайте, ну пускай будет. В самой карте сети мы видим с вами состояние интернета, мы видим подключенные устройства к USB 3 и подключенный узел Mesh. В разделе «Беспроводная сеть» настройка осуществляется для двух сетей 5 ГГц отдельно. Вот сейчас у нас 5 ГГц один, например. Здесь у нас есть вариант включения-выключения AX режима. Есть у нас ширина канала 160 МГц, можно выставлять отдельно. Это очень хорошо. На текущий момент 36 канал и первая сеть работает до 64 канала. Также у нас есть поддержка WPA3 персонального. Enterprise нет, но в принципе он и не рассчитан на бизнес. 5G 2 у нас имеет ширину каналов до 160, все нормально здесь, AX режим, и сами каналы от соточки до 140, тоже с поддержкой WPA3. А 2,4 ГГц у нас имеет канал от 1 до 13, тут как бы все абсолютно стандартно. Конечно же, есть у нас профессиональные настройки радиуса, фильтры MAC-адресов и списки блокировок перемещений. По гостевым сетям можно создавать гостевые сети, при этом в различных диапазонах. С локальными сетями самые обыкновенные управления, но есть, хочу отметить, отдельный пункт у нас управления IPTV, то есть поддерживается IPTV, чего нет в некоторых китайских роутерах, поэтому здесь это полезная опция. По интернету здесь более интересно, есть возможности подключения по автоматическому IP, статический, PPPoE, PPTP и L2TP. Многие спрашивают возможности L2TP, потому что Китай может PPPoE, а L2TP не может. Это тоже вам нужно понимать. Теперь двойной WAN. Двойной WAN здесь позволяет нам подключать два провайдера, либо резервировать через USB, либо через LAN, допустим, два провайдера в двух режимах. Это отказоустойчивость и балансировка нагрузки. То есть тут как идет? Если второй модуль вы можете агрегировать LAN для того, чтобы подключить, например, на сервер для максимальной скорости, то здесь у нас агрегации я пока не вижу, но при этом есть отказоустойчивость и балансировка нагрузки, то есть эта опция у нас есть. Хорошо. Есть переключатель портов, переадресация портов, поддержка демилитаризованных зон, DDNS и проброса NAT.
Ну и с USB приложениями мы уже с вами смотрели, но тут и тоже не все. Есть у нас поддержка серверов печати, 3G, 4G роутеров для резервирования, либо для основного работы. Не знаю, кто работает, конечно. Есть Time Machine. И есть Download Master. Что такое Download Master? Я не буду устанавливать, я не буду показывать, потому что в последнее время YouTube очень неадекватно относится вообще к торрент-трафику. Это торрент-качалка, через которую вы можете качать важные файлы. Не буду говорить какие, но качать, а потом через медиасервер их организовывать, к ним доступ. Если кто понимает, о чем я говорю, например, на смарт-телевизорах. Очень удобно, что это есть. Управление iCloud 2, это внешний сервис внешнего доступа к USB. Ну и, кстати, через iCloud 2 можно еще и синхронизировать этот самый USB свой драйв. То есть, если вы боитесь потерять, то он будет синхронизироваться. Например, у вас там домашняя коллекция фото. И вы боитесь потерять, вы там заплатили пару баксов и на iCloud синке храните свои, там, грубо говоря, данные. Очень классная тема. Есть у нас Brandmauer. Ну, я не знаю, зачем здесь Brandmauer при условии того, что существует iProtection, но это уже, знаете, там, уже излишество. Ну и варианты управления iMesh. Есть у нас режимы работы iMesh, есть режим точки доступа узла iMesh, есть обновление микропрограмм, то есть, по сути, просто обновление роутера. Интересно, есть у нас обновы какие-то? Я думаю, что сейчас... Не, они сейчас все последние. Подпись действительно все, они обновлены. И, конечно же, там какие-то сетевые утилиты, какие-то системные журналы. Это уже не для нас. То есть это более такие точные. Нас больше интересовала мультимедийная функция, игровая, визуальная и, конечно же, скорость. А я готов проходить, резюмировать данный роутер. В качестве выводов скажу, это настолько крутая вещь, что я ее просто рекомендую. Я в восторге от игровой серии роутеров ROG, в частности модель GT6. Просто меня впечатлили. И действительно, вот топчик. Из mesh-сетей, это просто-напросто из mesh-роутеров, это топ. А с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.